Всем привет! В этом видео я снова отвечаю на вопросы о Литве. Дорогие зрители моего канала, напоминаю вам, что зачастую, чтобы найти информацию и ответить на ваши вопросы, мне приходится тратить много времени. Так что если вам важно получить ответ на свой вопрос, вы можете прислать мне донат на PayPal. Ссылка на него в описании к этому видео. Также не забывайте заглядывать в инфобокс под видео, чтобы найти и использовать полезные ссылки, которые там я для вас оставляю. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где можно в Вильнюсе посмотреть гуманитарную помощь для дома? Арендовали квартиру, она пустая. Обратитесь в организацию Stotelė Dekuji, там можно бесплатно взять вещи для дома, для детей. Вещи очень разные, от детских колясок и мебели до посуды и бытовой техники. Также на Фейсбуке и в Телеграме есть группы, где люди отдают мебель и технику бесплатно. Ссылки на эти группы я оставлю для вас в инфобоксе. Посоветуйте, пожалуйста, сети питания, места, где можно поесть недорого. Кафе на Кальварийском рынке. Комплексный обед стоит 4,5 евро. Это на выбор: мясо, рыба или котлета, каша или пюре и салат. Также есть супы. Кафе работает с 9 до 15:00 все дни, кроме понедельника. Можно не только кушать на месте, но и брать еду с собой. По будням неплохие обеды в ресторане Žemaičių ąsotis. Говорят, что можно найти очень вкусные блюда с гарниром от 3,5 евро. Еще советуют Канкан, Ями, Гриль Лондон, фудкорты в торговых центрах Акрополис, Озас, Панорама. Какая сумма налога на посылки из третьих стран? Больше нет беспошлинных посылок из третьих стран. Даже за товар стоимостью 1 евро надо будет заплатить пошлину. Я получала посылку из США от своего студента, и мне пришлось ее декларировать, хотя это был подарок. Я указала, что посылка стоит $100 и заплатила налог в размере 39 евро. Вам на электронную почту и на телефон должны прислать письмо со ссылкой на бланк анкеты, и там можно сразу оплатить налог. Но не забудьте, что вам нужно зарегистрироваться на сайте почты, чтобы заплатить эту пошлину. Кстати, говорят, что на iHerb и AliExpress налоги уже включены в стоимость товара. Подскажите, какую карточку можно оформить в Литве при наличии визы D? Много слышал про Paysera и Revolut. Какую посоветуете? Я так понял, что для получения некоторых из них требуется ВНЖ или сейчас хватает визы D. В основном советуют Paysera, Wise, Revolut. Получить их не проблема, если у вас есть виза D. Мне нужно старую стиральную машину утилизировать. Куда звонить? Вильнюсцы могут заказать услугу бесплатного вывоза мусора прямо из дома, квартиры в компании Vilniaus atliekų sistemos administratorius (VASA). Компания принимает заказы и по телефону, и по электронной почте. Вообще, жители Вильнюса платят за вывоз мусора, в плату входит и вывоз крупногабаритного мусора, раз в 2 года это бесплатно. К такому мусору относится не только старая мебель, но и строительный мусор, сантехника, велосипеды, автомобильные кресла и так далее. Бесплатно берут 8 предметов до 200 кг. Для получения услуги нужно заполнить специальную форму на сайте ВАСа. Также можно обратиться в организацию по электронной почте или по телефону. Услугой могут пользоваться вильнюсцы, которые своевременно оплатили счет за вывоз мусора. Должники могут претендовать на услуги только после уплаты долга. Есть и другие способы получения такой услуги. Например, бытовую технику бесплатно вывозят разные организации и компании, некоторые магазины, торгующие бытовой техникой. Качественные вещи в хорошем рабочем состоянии можно отвезти на площадку организации Stotelė Dekuji, о которой я рассказывала ранее в этом же видео. Контролеры ВАСа также организовывают вывоз крупногабаритного мусора, брошенного во дворах домов и у мусорных контейнеров. Но если удается выявить нарушителей, которые оставили крупногабаритный мусор, то им грозят штрафы. Кроме того, нарушители должны сами позаботиться об утилизации отходов или заплатить за вывоз.
Штраф за неправильную утилизацию крупногабаритных отходов составляет до 140 евро. За повторное нарушение 600 евро. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какую отчетную документацию нужно оформлять при ведении ИП? Достаточно вносить доход или еще и расходы, если решите не пользоваться упрощенной схемой ведения отчетности, на сайте ВМИ.ЛТ. Ссылка на сайт в инфобоксе. Подскажите литовский аналог таблетка Бай или как тут можно вещества искать по аптекам. Таблетка Бай – это белорусский сайт для поиска лекарственных средств. Похожий вопрос. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, есть ли в Вильнюсе возможность поиска лекарств по аптекам города? Аналог белорусской таблетка Биуай. Не могу ничего нагуглить, а на сайтах некоторых сетевых аптек ничего не находит по запросу. Вейстой ЛТ. Но вы, возможно, вводите названия белорусских или российских препаратов, поэтому, естественно, ничего не можете найти. Ищите лекарства по международному названию. Подскажите, а как-то можно посмотреть свою медицинскую карту, посещение врачей, их заключения, все же в электронном виде? В Литве есть специальный портал Есвейката, там можно зарегистрироваться, далее идентифицировать себя, то есть войти в свой личный кабинет, через банк, в котором у вас есть счет, через электронную подпись, Smart ID, ID-карту гражданина. На сайте Пациентас Есвейката вы можете видеть все свои анализы, в общем, свою медицинскую карточку. Посмотреть, как выглядит этот сайт, можно в одном из моих видео. Ссылку на него оставлю для вас в инфобоксе. Подскажите приложение «Русско-литовский переводчик», чтобы была функция озвучивания по-литовски. В интернете есть сайт, где можно послушать произношение иностранных слов и не только литовских. Оставлю для вас на него ссылку в описании к этому видео. Также есть сайт, где вы можете посмотреть все формы литовских глаголов. У меня такая ситуация. Заканчивается шенген-виза не литовская. Подался на визу Д в Литве, срок рассмотрения около месяца. В миграции поставили печать, что делают визу. Можно ли ожидать визу в Беларуси? Пустят ли с печатью без действующей визы назад в Литву? У меня была такая же ситуация. В Мигрис мне сразу сказали, что с этим штампом можно легально находиться на территории Литвы при истекшей предыдущей визе, но выезжать за пределы страны нельзя. Это не виза, это разрешение на пребывание в стране. Вопрос по общественному транспорту в Вильнюсе. Нашел инфу, что детям 1-4 классов можно на год купить за 10 евро проездной. Если 7 лет, но не школьник, то вроде 50% скидка на обычные билеты. А если меньше 7 лет, проезд бесплатный? Детям до 7 лет проезд бесплатный. Школьникам с 1 по 4 класс можно приобрести годовой проездной за 10 евро. Для школьников с 5 по 12 класс скидка 80% при покупке долгосрочного проездного и 50% на разовые поездки. Через какой пропускной пункт на границе Литва-Беларусь лучше ехать с маленьким ребенком, чтобы быстрее проехать? Говорят, что с детьми до 3 лет лучше ехать через Лошу. Вообще с ребенком до 3 лет и литовские, и белорусские пограничники пропускают без очереди. Просто едете по встречной полосе до шлагбаума и показываете паспорт ребенка пограничнику, который к этому шлагбауму подходит. Вас пропустят. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно ли попасть в детский сад ребенку 4 лет без ВНЖ? Спасибо. Без декларации места жительства, а его не получить без ВНЖ, оплата сада около 10 евро за день плюс питание. Если один из родителей задекларирован, то около 5 евро. Если задекларированы все, около 70 евроцентов в день. За частный сад придется заплатить 400-500 евро в месяц. Есть ли в Литве костелы или церкви с богослужением на русском языке? В костеле Святого Казимира служат католические мессы на русском языке, а в Пятницкой церкви служат православную литургию на литовском. Подскажите, пожалуйста, какой лучше домашний интернет в Вильнюсе?
Многие советуют и телевидение, и интернет Telia. Добрый день! Где продаете здесь БУ одежду и обувь детскую? Vinted LT. Подскажите, пожалуйста, есть ли нормы ввоза на территорию Литвы наземным транспортом детского питания? Если пюре фруктовое или овощное, то ограничений нет. Если какой-то микс, мясные, рыбные консервы, то не больше 2 кг на человека. Что касается каш без молока, то ограничений тоже нет. Но на молочные каши, так же как и на смеси и консервы, норма ввоза суммарно не больше 2 кг. То есть, например, вы провозите 1 кг смеси, значит можете еще взять 10 мясных консервов по 100 грамм. Может, вы в курсе по такому вопросу. Я покупала симку Labas Bite на кассе. На ней написано, что номер действителен 3 месяца. Можно ли потом будет оформить этот номер на себя после получения ВНЖ или надо будет менять номер? Если не будете пополнять счет, этот номер будет действителен 3 месяца. Если будете постоянно пополнять счет, даже на какую-то минимальную сумму, то номер будет действителен все время. После получения ВНЖ вы сможете перейти уже на контракт у оператора. Дорогие мои, если это видео было полезным, обязательно ставьте мне лайк, делитесь этим видео со своими знакомыми и друзьями, которые проживают в Литве или интересуются этой страной. Спасибо за просмотр, до встречи в следующих видео.